Параплан– это любовь на всю жизнь. Про полеты на параплане трудно что-либо рассказать, это нужно только испытать. Полет полету рознь. Иногда увидишь такое, что на всю жизнь запомнится. Вот, например, солнечное гало. Но в этих полетах мы очень зависим от погоды. Наибольшее количество неприятностей приносит гроза. Может и в тучу утянуть. В полете всякое бывает. Начало всего – это взлет. Взлетать надо лихо, с задором, чтобы нравилось и самому себе. Так, как это делает Андрей Чучко. Но бывает сильный ветер. Да и помехи на старт. И вот результат. Но все равно. Надо взлетать, ну и к черту. Взлетел, все, лети. В роторную зону лучше не залетать, а то начинаешь себя чувствовать как на горцующем коне. А можешь и в рожу своими же приборами получить. Нихера себе, надо уходить отсюда. В роторной зоне приходится купол укращать. Ёп твою. Ой, муха, бляха, муха. Чё себе. Вот это да. А посадка в роторе вообще плохая идея. А можно и зашибиться. Если куполу не мешать, он чаще всего сам выходит из коллапса. Да и вообще в небе лучше не зевать, а то нарвешься на бешеного тандемщика. Или тебя захочет сбить какой-нибудь ретивый ученик. Можно нарваться и на привидения в облаках. И вообще в небе нас ждут туманы, смерчи, деревья не там растут, заборы понастроили, тоги сена понаставили, ну и прочие веселые неприятности. Правда, они могут закончиться не очень весело. И не факт, что за тобой пришлют вертолет со спасателями.
Иногда твои приятели слишком резво в небо хотят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну а полеты возле склона, особенно в сложных местах или в сложную погоду, это отдельная песня. Ой. Пи, пи, тут нецензурная лексика. Весело, весело. Не всегда хорошо там, где поднимает. Пи, пи, тут нецензурная лексика. Но на такое иногда даже не обращаешь внимания. Но бывает и посерьезнее. Тренаж – это всегда тренаж. Снимаю. Что-нибудь будет? Я тоже так бросал, знаешь, как классно. Ты, о! И жив. Тренаж может понадобиться в любой момент. Ну, эй-эй-эй. Ой, блин. Фу. Человек на земле под озером, северная сторона, примерно 100 метров вниз. Живой, все нормально. А это пример неправильного управления куполом. Перевод его в задний свал и неправильный выход из этого заднего свала с клевком. То, что ты удачно взлетел, еще не значит, что тебя вдруг неожиданно не посадят. На посадке лучше всего держаться подальше от деревьев. Ух ты, чё. Не оборвал ничего. Фу. Ой. Да и от канав тоже. Ой, елки. Бляха-муха. Тьфу ты чё. Ой. В густую траву лучше не садиться. А то можно так запутаться, что трудно будет вылезти. Ёлки-палки. Ой. Да чтоб ты треснул. Блять, вылезти не могу. Ой.
на посадке нужно учитывать, что тебя может подсосать, и ты сядешь чуть дальше, чем хотел. Ай! Ёп твою мать. Ой. Фу. Бывает, занесет в такое место, откуда надо срочно бежать. Тихо. Сало загризу. А? Сало загризу. Та я бачу, я тікаю. Я тікаю звідси. Ой. Иногда приходится садиться, где придется. Но приходится садиться. Еще один пример веселой посадки. Ой. Бляха-муха. А тут вообще эквилибристика между высоковольтными проводами. Конечно, лучше всего садиться где-нибудь возле железной дороги. Сразу чик и поехал. Ой-ой-ой. Если ты выбрал нормальную площадку, хорошо в нее вписался и мягко сел, тогда ты можешь сказать такое. Все, сел. Ну вот, на этом все. Было много веселого и не очень. Если хорошо полетал и все сделал правильно, то можно и хорошо отдохнуть.